Hi guys! Ревернут на связи. Сегодня нам предстоит поговорить с отцом Томасом, посмотреть, что исповедовались христиане ему, пойти на охоту с мельником и пойти в гости к знакомому Мартина вроде и Отто в Золотую Десницу. Поэтому присаживайтесь поудобней, подписывайтесь, ставьте лайки, приготовьте что-то покушать. Ну а мы с вами направляемся к нашему заданию. Такс. Что мы первым делом тут? Это церковь, это кладбище, что ли? Такс. Это должно быть лабиринт, в честь которого названа церковь. Интересно. Где, собственно, отец Томас? Дом Друкеров, центр города, общинная земля. Я думаю, нам стоит пойти в Золотую Десницу, хотя даже если ночь, нам надо пойти в Золотую Десницу. Ну а вдруг нам удастся поговорить? С кем нам надо поговорить? Нам надо поговорить с Йозуа. Йозуа. Ханна. Так, вот тут нету, я понял. Килиан. Нико. Эмуэль. Ночь. Все спят. У нас 3 задания. Из которых мы ни одно не можем выполнить. Давайте хоть посмотрим, может мы с отцом Томасом сможем побеседовать. Такс. Углежок, постоянный двор, церковь, мельница, римские руины. Да, думаю, нам однозначно пора спать. К сожалению. Но надеемся на лучшее, то что мы успеем, собственно, найти убийцу. Поспим и утром, наверное, найдем всех, кого надо. Ну что, реально ночь? Да, к сожалению, реально ночь. Уже поздно, должен немного отдохнуть. Все, пошли спать. 7 часов. Капец. Андрас, вставай! Разбуди парня. Петер? Что вы здесь все делаете? Как, черт возьми, вы попали внутрь? Зачем? Что произошло на сей раз? Мы покончим с этим раз навсегда. Ты нужен на общинной земле. Сейчас же. Пошли. Вопросы здесь будем задавать мы, Малер. Ладно, сейчас мы оденемся и пойдем. Каспар, просыпайся. Мастер Андрас? Что происходит? Ночь на дворе. Что-то происходит на общинной земле. Петер и другие хотят, чтобы мы присутствовали. С нами все будет в порядке, мастер Андрас? Петер выглядит рассерженным, но нас он не тронет, я надеюсь. Не переживай, я не дам тебе в обиду. С нами все будет хорошо. Хорошо, теперь, когда все сборим, можем начать. Погодите, какого черта вы меня разбудили? Начать что? Мы проводим суд над убийцей Отто. Улики есть только у тебя. И вы решили, что фемический суд, так называемый вольный суд или суд наказания, появившийся в Вестфалии, процессом руководили народные заседатели, шефены, которые имели право выносить приговоры и проводить смертную казнь от имени императора за самоуправство за судом. Закрепилась мрачная репутация. Герцогство Священной Римской империи, расположенное к северо-западу от центра империи, им правит архиепископ Кёлна, один из могущественных кюрфюрстов империи. Лучшее решение — это вам не Вестфалия. С ума сошли? А как же закон? Мы должны дождаться судьи, а не делать все сами. Вы разбудили меня ради суда?
Петер, герцогу будет достаточно малейшего намека на бунт. Мы не можем позволить ситуации выйти из-под контроля. Это тебе не бунт, Малер, это правосудие. Итак, что ты обнаружил? Выкладывай. Подождите, у меня был едва ли день на расследование. Я не могу прийти к выводу так скоро. Отвечай. Прошу, Андрас, назови убийцу. Покойтесь все. Это неправдиво. Ну, советую тебе поторопиться, Малер, а не то это проклятое аббатство вспыхнет. Замолчите. У меня в соседней комнате роженица. Ваше поведение постыдно. Если она потеряет ребенка из-за ваших дрязг, эта смерть будет на вашей совести. Агнес права. Я не знаю, что ты хочешь добиться справедливости ради моего мужа, твоего друга, но я не хочу, чтобы все становились еще хуже, чем есть. Прошу, папа, дай Андрасу немного больше времени. Ладно. Андрас, у тебя есть время, пока не родится этот ребенок. После этого мы добьемся правосудия. Работай быстрее, Малер. Это верное решение, Петер. Тристан, добрый вечер. Принято ли в Тассинге, чтобы люди собирались на общинной земле посреди ночи? Мы делаем то, что должно быть сделано тогда, когда это требуется. А вы вообще кто? Меня зовут Тристан фон Фраунберг. Я здесь от имени герцога Баварии. Герцогу известно, что вы распространяли и обсуждали 12 статей. Ему также известно, что вы оспаривали условия налогообложения из-за землепользования с аббатом Кирсау. Герцог милосерден, он не собирается наказывать жителей Тассинга за эти споры. Но у его милосердия есть предел. Герцогу известно, что вы заточили аббата и монаха Кирсау в аббатство. Это оскорбительно, возмутительно. В таком случае ни о каком милосердии не может идти речи. У вас есть время до завтрашнего заката, чтобы освободить аббатство Кирсау, аббата и всех монахов. Если вы этого не сделаете, солдаты герцога войдут в город и возьмут аббатство силой. Как только ночь сменит день, они убьют каждого мужчину и мальчика, который встанет у них на пути. Что? Нет, нет, ох, боже, защити нас. Мы не собирались угрожать аббату, господин. Но он не желал прислушиваться к нашим требованиям. Мы голодаем. Эти меры были необходимы. Аббат чрезмерно повысил налоги, горожане страдают. Герцог знает о жалобах горожан и считает их уместными. Он считает, что могут быть сделаны некоторые уступки в отношении налога на наследство и использования леса для заготовки древесины. Конечно, только при условии, что аббат будет освобожден в целости и сохранности. А что получат крестьяне? Что насчет наших налогов? Нам позволят использовать лес для выпаса скота и рыбалки? Герцог не желает идти на дополнительные уступки. Вы можете освободить аббата и взять то, что предлагается, или не повиноваться и остаться ни с чем. Мут мало что вам даст. Лучше поберегите оружие и огонь. Даю время до завтрашнего заката. Ну и так, нам надо очень быстренько найти, кого нам надо. А иначе нам капец. Да я знаю, что последние часы... О, Йозуа. О, Стома, здравствуй. Похоже, нам всем удалось выбраться из этой драки целыми. Похоже на то. Опасно драться в тавернах. Вместе с кучей незнакомцев никогда не знаешь, с кем можно столкнуться. Я видел один в бой в Мюльферде. Лучше бы не видел. Человек умер прямо на моих глазах. В пьяной драке умереть можно в любом месте. Просто за кружкой пива никогда не ждешь костлявую. Беда в том... А неважно. О таком не стоит распространяться. Что такое? Из-за всех этих разговоров об убийстве я кое о чем подумал. Так, вы хорошо отозвались об Отто. Вы выразили скорбь по поводу смерти Отто. Вы сказали, что мальчишки могут выбивать из колеи. Вы попросили помощи в расследовании убийства Отто. Если знаешь что-то, что может найти убийцу, прошу, не молчи. Не хочу подставляться невинного человека, но мужчина, что начал драку с доктором, его еще не все зовут Мартином. Он очень похож на моего знакомого из Мюльфорда, Йоста Фарпера. Это он убил человека в тавернской драке 6 лет тому назад. А потом бежал из города со всех ног. С тех пор я его не видел. Ровно до сегодняшнего дня. Понятно. Ну, да. Может, я обознался, может и нет, а может именно он и убил твоего друга. Не буду тебя задерживать. Еще увидимся. До свидания. Так, солдат приближаются, хорошо. Новое убийство. Хорошо. Ощущение Мартина Баудера. Есть тут, что Мартин Баудер странности похож на человека из Мюльфорда по имени Йост Фарбер. Тот, по-видимому, убил человека в драке и бежал из города, чтобы уйти от наказания. Мельник.
Солдаты, расследование ОТА. Так, хорошо, я с ним поговорил. Надо быстренько бежать в лес, чтобы посмотреть, что там в лесу. А у нас очень мало времени. Готовы посмотреть, куда это нас придет, мастер? Давай вернемся, когда у нас будет больше времени. Пойдем. Что это за здание? Что это за место? Это какие-то римские руины. Помнишь акведук на лугу? Смотрите, мастер Андреас, цветы! Наконец-то, может быть, мы все-таки найдем здесь что-то полезное. Давай осмотримся. Да ну и где мы сейчас по карте? Вообще нас нету на карте. Я в шоке. Такс. Я не ожидал увидеть латынь внутри акведука. Квинт устанавливал эти камни, пока Авл совокуплялся. Авл знал, как хорошо проводить время. Еще одна надпись, очень хорошо сохранилась. Юлия Мителла отдала нимфе Тассии 3 динария добровольно заслуженно. Латынь на этом камне высечена довольно небрежно. Странно. Мы работаем, а плату получает префект Юпитер, одари его справедливость. Похоже на то, что говорят крестьяне. Даже римляне страдали от жестких ограничений и налогов. Люди не так уж и сильно изменились. Здесь очень много этих цветов. Это то, что мы искали, мастер Андреас? Да, именно в этом костюм... Именно в этот костюм был одет убийца в ту ночь. Намного полезнее было бы найти его у кого-нибудь дома, но что поделать. Что ж, возможно, внутри есть какие-то улики. Да. Ай! Когда Флориан осматривал одежду барона Артфогеля, мы... Я вас держу, мастер Андреас. Каспар, позови помощь. Я вас не отпущу. Тут невысоко. Просто попроси у кого-нибудь перенести веревку. Я не могу вас бросить, мастер. Ты меня не бросишь, если пойдешь за веревкой. Каспар, приведи помощь. Я могу вытащить вас. Ай, Каспар. Мать твою. Молодец. Что ж, мы промокли, но в остальном живы целы. Видимо, тут и правда было не так уж высоко. Да, я так и сказал, потому что я и хотел, чтобы ты принес веревку. Главное, что ты в порядке. Давай сосредоточимся на том, чтобы выбраться отсюда. Конечно, мастер. Было бы неплохо заиметь хоть небольшой источник света. Я ничего не вижу, а ты? Надо глядеться вокруг и посмотреть, получится ли найти выход. Ну, что ж, дорогие друзья. Думаю, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. В следующей серии мы посмотрим, как отсюда выбраться и что это вообще такое. Ну а пока желаю всем хорошего вечера. Не забывайте меня поддерживать, подписываться, ставить лайки. Ну а пока всем пока. До новых встреч. Так лучше? Да, до новых встреч.